Привет, друзья! Сегодня второй выпуск о том, сколько стоят продукты в Испании, и в частности в магазине Меркадона. Кто не видел первый выпуск, ссылка будет вверху и также внизу в описании к видео. Сегодня я вам расскажу о том, сколько стоит мясо, овощи, фрукты и многое другое, а также как найти соду и дрожжи в Испании и многие другие продукты. Не переключайтесь, смотрите до конца. Поехали! Начнем с мясного отдела. В Меркадоне очень удобно нарезано все мясо, то есть целые грудки, либо в виде филе, даже степень нарезки филе более тонкая, более толстая. И чем сильнее нарезано, тем дороже стоит. Только огорчает, какое количество пластика используется на это все. Смотрите, хамонситос, это бедрышки куриные. Вот целая курица интера. А если курица желтого цвета, то есть она с фермы, Пой-Рураль. И даже если вы не знаете испанский, я думаю, вы легко отличите, что это за мясо по картинке. Кардер – это баранина, бакуна – это говядина, сердо – это свинина. И обратите внимание на свинину. У каждого куска мяса есть свое название. Вот плюма иберика, видите, оно такое, очень много сала в нем, секрета иберика и так далее. Абаника, чулетес де агуха. Эти все названия вы потом можете встретить в меню в кафе. Потому что не пишут там свинина или говядина, пишут прямо такие названия. Ломо, соломию, пресса. И нужно знать, что вам нравится. Также есть различные виды полуфабрикатов, то есть маринуют в различных соусах. Или различная нарезка для жарки на гриле, или фахитос для мексиканской кухни, фрикадельки, то есть альбонтигас. В морском отделе огромное количество продуктов, которые не найдешь в России. Различные виды ракушек, вот мидий по 2,75, навахас такие длинные трубчатые за 3,7. Креветки всегда продаются двух видов, розовые вареные и свежие, такие серенькие. А в правом нижнем углу это кальмар за 6,95. Дорадо в Меркадоне обычно не испанская, а привезенная из других стран. Что меня удивило, что тут можно найти консервы камчатского краба, чатка. Что мне нравится в испанских магазинах, что помимо обычной картошки можно купить батат. Батата так и называется. Либо молодая картошка, батата нуэва. Помидоры в Меркадоне я бы не советовала покупать, они многие безвкусные. Самые вкусные только есть такие томаты розовые, крупные, но они и стоят дорого, где-то по 3,5 евро за килограмм. Поэтому лучше идти во фрутерии, то есть в овощной магазин. Я обычно тут покупаю только томаты черри, они вкусные. Но здесь также есть и тертые томаты, которые можно использовать на знаменитый испанский завтрак – пан кон томате. Еще многие переезжающие часто жалуются, что в Испании не найти свеклу. Так вот же она, уже вареная, упакованная, легко сделать салат. Даже есть маринованная морковка и также свекла. Не знаю, сколько там уксуса, не пробовала. Ну, наверное, кто-то покупает, раз продается. Укроп вы в Меркадоне не найдете, только если под Новый год. И только везде петрушка. А вот этот черный чеснок, ахо негро, в России я никогда не видела. Говорят, что он безумно полезный. Кстати, на чеснок совсем не похож. В большинстве магазинов из грибов в основном продаются только разновидности шампиньонов. Огромное количество разнообразных салатов, которые обычно стоят где-то евро 15. И есть самый дешевый вариант, там где-то с морковкой, меньше евро. Не знаю почему, эта маленькая упаковка шпината 100 грамм стоит столько же, сколько громадная за 300 грамм. А авокадо, если не на рынке, то я всегда покупаю в Меркадоне. Посмотрите, это даже прям с Малаги, пелес Малага. Обычно часто привозной. Хотя Малага славится именно авокадо. Здесь также продаются апельсины для сока, наранха суму, и столовые обычно, наранха де меса. Мне очень нравится в Испании это огромное количество фруктов, и они постоянно меняются по сезонам. Их огромное количество и разнообразие. Также есть возможность сделать свежевыжатый апельсиновый сок. А вы знаете разницу между бананос и платанос? Платанос – это испанские бананы, которые только на Канарских островах. Они более дорогие всегда, в них меньше сахара, мне очень нравится. Сейчас сезон арбузов уже заканчивается, поэтому они такие дешевые, а начинается он где-то в мае. А дыни продаются дольше, мне кажется, можно до конца осени найти. Если на винограде написано «sin pepitas», означает, что он без косточек. Для любителей кокоса
Есть нарезан за евро 69, а также имбирь для зимних холодных вечеров. Такое ощущение, что клубника в Испании продается круглый год. На самом деле ее сезон начинается в конце января. Для меня это было шоком, когда я в первую зиму увидела клубнику. Малина вообще всегда есть. И что мне очень нравится, тут голубика продается. И в Меркадоне она самая лучшая. Вот сколько я не покупала в других магазинах, там бывала подпорченная. В Меркадоне небольшой выбор пасты, но зато есть паста из лентеха, то есть из чечевицы, и из гречки саррасено. Зато выбор риса большой. Испания же родина паэльи. И есть специальные вид риса. Вот, например, бриллианты. Можно его использовать для приготовления паэльи дома. Ну вот мы нашли красную шапочку Каперусита Роха. Это знаменитое вино из Меркадоны. Оно очень дешевое, евро 65, но приятное на вкус. Все обычно ищут известные марки, как Риоха или Рибера де Дуэро, но есть также менее известная, но хорошая марка Вальдепенис, например, Пата Негра, вино резерва, которое вы найдете в основном в Меркадоне. А вот Рибера дель Дуэро Абадия Матрус, дешевая, за 3 евро, очень хорошая. А вот и мини-вариант. Жалко, в ручной кладь не пройдет, все-таки больше 100 грамм. Хотя Рибера дель Дуэро и Риоха больше знамениты красными винами, но, как видите, есть и белые у них. Но я предпочитаю белое вино от Альбариня, это с Галисии. В Меркадоне, правда, только один вид – Пасо де Арантес. На самом деле очень много видов. Барбадиец – знаменитое вино с провинции Кадис. Оно немножко кисленькое и с пузыриками. А Картахаль – это сладкое вино из Малаги, которое пьют на фериях. Монсане – это вино, которое обожают севильцы. И большая часть из него производится в Херес де ла Фронтера. А кто любит вино с пузыриками, ищите слово «фрисанте». Оно игристое, но это не шампанское, то есть оно такое легкое, как ламбруска. Ламбруска, кстати, тоже есть. И знаменитое столовое вино Дон Симон, которое тут и за вино не считают, а в России продается. Попробуйте голубое вино, это голубой мускат, действительно такого цвета, и знаменитый сидр с Астурии. Ну а шампанское в Испании называется кава, и традиционно производится только в Каталонии. И андалусийцы, конечно же, шутят, нет, мы это пить не будем, пусть каталонцы там сами его пьют. А это знаменитый бренди из Хереса, один даже с быком, которые стоят на всех дорогах Испании. Здесь интернациональное пиво, как Стейнбург, Хайнекен. Все также продается упаковка по 6 штук, ну там разное количество, либо можно одну купить. А это испанское пиво, точнее из Малаги, Сан-Мигель. И еще марка есть Виктория. Мао – это из Мадрида, если я не ошибаюсь. А вот и знаменитая Виктория Малага. Этому пиву уже почти 100 лет. Есть даже темный вид. А это Крускампо, пиво из Севильи, и его терпеть не могут малагийцы. Мне на самом деле тоже оно очень не нравится, оно какое-то более горькое. Если вы привыкли искать знаменитые марки, такие как Милка, Линд или Nestlé из шоколада, то я вас разочарую. В Меркадоне в основном продается испанский шоколад, вот это знаменитый, допустим, Valor, очень ценится, а также остальные вот шоколад специально для Меркадона, который производится, он сделан в Аликанте, Антихихона марка, это темный, очень хороший. Есть также шоколад, который можно использовать для готовки, то есть его плавить. Есть темный, молочный, белый. Есть даже шоколад без лактозы, sin лактоза или низкое содержание молока. Также типичных батончиков, такие как Марс, Сникерс, Натс, вы тоже в Меркадоне не найдете. Из такого знаменитого только есть вот Киткат, Киндер, Буэна. Эти батончики часто я видела либо в небольших магазинах, либо в китайских. А если вы будете в Малаге, то вы обязаны просто попробовать это печенье из оливкового масла. У него отличный состав, и вы можете его купить только в Малаге или в провинции Малага. В других частях Испании вы не найдете его. Еще совсем недавно в Меркадоне появился знаменитый наш десерт, шоколадная колбаска, но она совсем не такая, она невкусная, очень сахарная и химическая, не покупайте. Как найти соду в Испании, это бикарбонату де содио. Вот такая пластиковая бутылочка. Можно пополнять, есть отдельный пакет продается с содой. А есть еще вариант гасификанте. Это также вариант соды, только уже с лимонной кислотой. Если ищете сухие дрожжи, то это левадура en polvo. А также есть сухие дрожжи специально для хлеба. Левадура де панадерия. А живые дрожжи нужно искать в холодильнике, называются левадура фреска. Среди кофе можно найти стандартную марку Hacendado из Меркадоны, без кофеина. Или вот, допустим, Нескафе. 200 грамм стоит 5,25. Также есть различные кофейные напитки, ну, в принципе, как и в России. Это 100-граммовые баночки, то есть Нескафе 341
и марка от Меркадона евро 40. Зерновой кофе тоже есть, и даже одна из них марка Санта-Кристина, она производится в Малаге. Я не любитель кофе, конечно, но мне кажется, в Меркадоне выбор очень скудный. Любимое лакомство всех испанских детей – это какао Колакао. Очень много рекламы везде. Перейдем к моему любимому мороженому, кокосовому. Он находится в настоящей скорлупе от кокоса. Все мороженое продается большими упаковками, по 4, 6, 8 штук. Одну штуку вы не сможете купить. Мне кажется, все рассчитано на большие испанские семьи. Это мороженое в баночку чуть повыше классом. Тут интересные вкусы, но, конечно, оно и подороже стоит. Какой испанец не любит чипсы? Это, конечно, риторический вопрос. Они тут их добавляют во все тапосы, блюда. И, например, Лейс, они тут продаются, но не самые популярные. Чаще покупают обычные картофельные чипсы, без всяких вкусов. Ну, бывает со вкусом хамона. Вот, например, марка Сендадо. Обычные хрустящие чипсы. Или, например, вот такая большая упаковка. Также распространены начос из кукурузной муки. В Меркадоне можно найти огромное количество готового теста и достаточно хорошего качества. Например, для пиццы мы часто покупаем из 5 злаков, и там состав отличный, ничего лишнего нет, ни консервантов. Также есть тесто для пирожков эмпанада или, например, слоеное тесто охальдре. А есть еще очень тонкое тесто масса фила, из него обычно делается пахлава, например. Но есть и много других рецептов с ним. Еще хочу отметить, какое огромное количество хумуса готового в Меркадоне. Есть классический, есть с греческими оливками, вот этот фиолетовый, либо там с перчиком, такой коричневый, с авокадо зеленый, даже соус тацики греческий. Очень классно. Не могла пропустить знаменитый наш русский салат. Это большая упаковка за 3 евро, 200 грамм, а есть маленькая, 100-граммовая. Конечно, знаменитое испанское блюдо тортилья де пататас, то есть омлет с картошкой. Даже есть куры-гриль. Мы, правда, их никогда не пробовали, не знаю, какие они на вкус. Друзья, а вы какие продукты покупаете в Испании, когда вы тут живете, либо приезжаете как турист? Напишите в комментарии, мне будет интересно почитать. А если бывали случаи, когда вы какие-то продукты не нашли, поделитесь также. И надеюсь, мое видео, первое и второе, помогло вам в этом. И вы теперь не растеряетесь в магазинах Испании. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Тогда поставьте лайк, поддержите меня. И до встречи в следующем выпуске. Адьос, пока!